И снова с вами канал Мы Дачники. Делаю плавленый сыр в домашних условиях. Помощница моя, мультиварка, делать я буду в мультиварке, стоит на прогреве. Творожок у меня полкило домашнего жирного творожка. Здесь растопленное сливочное масло, ну, грамм 50 приблизительно, 2 яйца, сода, соль. И в принципе все. Сейчас я добавлю в творог яйца. Добавлю сливочное растопленное масло, пол чайной ложки соды и 1 чайная ложечка без горки соли. Ну и теперь буду тщательно перемешивать погруженным блендером. Массу доводим до состояния однородности. Вот она у меня уже готова. Подготавливаем какой-то судочек для того, чтобы потом плавленый сыр для стабилизации поставить в холодильник. И начинаем перекладывать массу в мультиварку и выставляем программу мультиповар на 12 минут. Мультиварку я совсем чуть-чуть смазала растительным маслом. И в течение 12 минут вы эту массу постоянно помешиваете. Постоянно. Сначала она будет густая, потом она будет жиже и жиже. Ну и к концу уже будет плавленый сыр, только горячий. Я все время помешиваю. И масса у меня уже вот такая жидкая, хотя 12 минут еще не прошло. Но обязательно они должны пройти. В это время крышка мультиварки открыта, и вы все время помешиваете. Чтобы приготовить не в мультиварке плавленый сыр, для этого понадобится кастрюлька, только не эмалированная. И вы вполне сможете приготовить плавленый сыр в любой другой кастрюльке, кроме эмалированной. В конце приготовления, когда пройдут 12 минут, буквально за 1-2 минутки, вы можете добавить любые специи, измельченные отварные грибы, ну, в общем, все, что угодно, что вы любите в плавленых сырках. Ну, и ждем приготовления, трудимся. Осталось 3 минутки приготовления. Все время я помешиваю. Хочу сказать, что в мультиварке на режиме мультиповар лучше ставить 90 градусов температуру, чтобы масса не пригорела. Ну и сейчас я буду класть приправы. Паприку копченую и сушеный гранулированный чеснок. Паприки буду класть чайную ложечку, ну и чеснока пол чайной ложечки. Так, сыр приготовился, загрузила в судочек, его застывает он очень быстро. Вот, поэтому по возможности побыстрее его перегружайте в удобную посуду. Даете остыть и хотя бы на 3-4 часа в холодильник для стабилизации. Или лучше на ночь. А утром можно пробовать мазать на хлеб. Будет очень вкусно. Ну вот, сыр стабилизировался за ночь. Утречком вот такой вот свежий хлеб, быстрый, моего приготовления, ссылка на него будет на экране. Ну и давайте пробовать, что получилось. Получилась вкуснятина с легким запахом копчености. Вот такой он красивый. Его теперь можно на свежий хлебчик мазать ножиком и подавать на стол. Надо, чтобы он немножко только из холодильника вынула. Вот такой красивый бутерброд. А на этом все. Всем пока-пока. Приятного аппетита.